Охренеть. Смотрите. Тысячи заброшенных храмов в Португалии. От Древнего Рима до наших дней. Как, почему и что в них осталось. Все расскажу и покажу в этом видео. А вы насладитесь особенной атмосферой заброшенных церквей. Меня зовут Анатолий, я путешествую по миру в поисках удивительных заброшенных мест и желаю вам приятного просмотра. Мы приехали в такую аутентичную португальскую деревушку. И там впереди, слева и справа, наши объекты. Вопрос в том, что нас здесь уже местные сразу спалили. Посмотрим, как оно пойдет. Местные жители и местные собаки, к сожалению, моментально реагируют на наше присутствие. Сразу смотрят, чужаки пришли. На территории ходит лошадь. Вон наша церковь. И здесь, к сожалению, скорее всего, кто-то из работников. Вот машина стоит открытая. Кто-то... Что там? Да у него писюн из кости торчит. А-а-а. Вон какой черепок. Ага. Милый. Сейчас фокус наведу. Короче, видимо, кто-то из работников этой территории как раз сейчас там находится. Сейчас обойдем с другой стороны, попробуем. Вот наш объект. Заброшенная церковь в Португалии. Напротив нее есть еще какой-то замок. Но удастся ли туда попасть, я пока не уверен. Это какая-то достопримечательность. Проблема в том, что залазов я не вижу. Главная дверь закрыта по-любому, а окон особо нет. Вот есть какая-то дверь. С вероятностью 99% она тоже закрыта. Здесь нереально. Разве что попробовать залезть на территорию и с той стороны посмотреть. Если бы кто-то из нас владел техникой паркура, можно было бы вон по окну, по решетке и вот в это окно залезть. Но у нас таких нет, к сожалению, умельцев. Димон слазит на разведку, посмотрит, есть ли залаз. Землетрясение. Я ошибся. Эта дверь оказалась открытой. Ух, нифига себе. Ух, крутяк. Это был мой первый заброшенный храм. Это место сходу вызвало у меня одновременно чувство легкой тоски и завораживающей красоты. Церковные предметы, покрытые пылью времени, выглядели необычно. У меня в голове тут же возникли образы тех времен, когда это место было живым. Я бы сказал, что я ощутил тут новую, другую атмосферу и энергетику. Хоть я человек нерелигиозный, я верю в существование некой сверхъестественной силы. Таких, как я, называют агностиками. Я отношусь с уважением к любой религии, но себя не отношу ни к одной. Друзья, поддержите канал подпиской на Boosty всего лишь от 50 рублей в месяц и получите доступ к эксклюзивному контенту и не только. Подробности в описании. Тут лежит какой-то, так понимаю, молитвенник, скорее всего. Сейчас попробую перевести, показать вам, что здесь написано. Ну да, это молитвы, но тем не менее, давайте с помощью Google переводчика попробуем это перевести. Смотрите, сейчас я еще приближу, надеюсь, будет видно. Наша молитва
утреннее, вечернее. Сейчас еще одну страницу переведу вам. На первой странице у нас утренняя молитва и многие знакомый «Отче наш». Внизу какие-то занавески церковные, возможно, какие-то одеяния. На столе тоже какая-то молитва, судя по всему. Ты сейчас Только подожди, не говори. Я не говорю, просто зайди, вот сейчас обсмотри здесь все и просто вот пойди туда, где сейчас собирался. Сейчас... Окей, хорошо. Иду в следующий зал, где мне обещали нечто невероятное. Офигеть! Охренеть! Смотрите. Лучше я покажу вам это с центрального входа, как это выглядит. По всей Португалии множество заброшенных храмов. Некоторые эксперты называют цифру около 1500. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это храмы разных эпох и народов, от древних римлян до современных католиков. Эти заброшенные храмы представляют собой не только архитектурные памятники, но и культурные и исторические сокровища Португалии. Каждый из них рассказывает свою уникальную историю, отражая эволюцию веры, искусства и общественных тенденций в течение многих столетий. Некоторые из этих храмов, такие как древнеримские, датируются античностью и служили местом поклонения римским богам. Они стоят здесь как молчаливые свидетели далекого прошлого, ожидая своего нового предназначения или окончательной смерти. Другие заброшенные храмы, возведенные в Средневековье, отражают период христианского влияния в истории Португалии. Многие из них были центром жизни и духовной практики для местных сообществ в течение веков, но с течением времени они утратили свою значимость и были покинуты. Однако не все заброшенные храмы в Португалии принадлежат древним эпохам. Некоторые из них были построены в более поздние времена, период после Ренессанса и в эпоху барокко, отражая богатство и разнообразие архитектурных стилей и искусства, характерных для этих периодов. Сегодня эти заброшенные храмы остаются пустыми и забытыми, свидетельствуя о переменчивости времени и утрате культурного наследия. Наверняка каждый из нас видел в американских фильмах вот эти кабинки для исповеди. Я так понимаю, что это половинка. Одна из них. Здесь сидел либо священник, либо исповедуемый. Есть. Отсюда вид классный вообще. Конечно, ну как же заброшка без пианино, друзья. Причем это какое-то очень старое, раритетное пианино. Александр Филс. Inventors Factors. Париж. В Париже сделано. А год, к сожалению, не виден. Год не виден. Смотрите, эти штучки такие. Первый раз вижу на пианино такое. Тут ноты стояли. И тут сидел какой-то церковный пианист и играл.
История религии в Португалии насчитывает тысячелетия, начиная с дохристианских времен и до наших дней. Перед приходом христианства на Пиренейский полуостров территория нынешней Португалии была населена различными этническими группами, такими как луситаны, кельты и финикийцы. У каждой из этих групп были свои верования и религиозные практики, часть которых сохранилась в мифологии и фольклоре региона. В период римского завоевания Португалия входила в состав провинции Луситания. Римляне привнесли свое многогранное религиозное наследие, включая поклонение римским богам и различные обряды. В разных уголках страны сохранились руины храмов и святилищ, свидетельствующие о том периоде, такие как храм Дианы в Эворе или храм Миневры в Браге. Христианство пришло на Пиренейский полуостров во времена раннего христианства, и хотя первые христианские общины в Португалии возникли в III веке, они стали доминирующей религией только в IV, после распространения христианства в Римской империи. В VIII веке Аравийский полуостров был завоеван арабами, которые впоследствии распространили ислам на Испанию, включая северную часть, нынешнюю Португалию. Этот период, известный как Мавританский, оказал значительное влияние на архитектуру, культуру и даже религиозную практику региона. В XI веке арабов и их культуру изгнали из региона, и католическая церковь снова возродилась и заняла значимое место в общественной и политической жизни страны. В XV веке Португалия стала одним из главных игроков в европейских морских открытиях. В этот период португальские мореплаватели и путешественники, такие как Васко да Гама и Альбукерке, приносили в страну новые культурные влияния и религиозные практики из Африки, Азии и Америки. В XVI веке в целом в Европе католическая церковь заняла главенствующую роль. Известная всем инквизиция промышляла как раз в тот период. В конце XIX и в начале XX века в Португалии пошел религиозный спад, и влияние церкви на общество сильно снизилось, в том числе благодаря республиканской форме правления, которая отделяла церковь от государства. Но продлилось это недолго. В период диктатуры Салазара, это 1932-68 год, католическая церковь получила обновленное признание и поддержку со стороны государства. Этот период был охарактеризован обновлением религиозных институтов и активным участием церкви в общественной жизни. В настоящее время в Португалии прослеживается динамика на уменьшение числа верующих. Тем не менее, католическая церковь продолжает оставаться значимым культурным и религиозным фактором в жизни многих португальцев, а также активно вовлечена в область образования, благотворительности и социального обслуживания. Недалеко от первой церкви находится еще одна заброшенная церковь. Сейчас посмотрим, что сохранилось в ней. Да, по сравнению с первой, здесь, конечно, довольно пустовато. Но оно и не удивительно, она стоит, по сути, у дороги, она открыта, она неохраняема. Тем не менее, наблюдать архитектуру другой страны в таких местах, как церкви, это по-своему интересно. На полу какая-то мраморная такая плита. Конечно же, трудно будет сейчас разобрать, что здесь написано. Возможно, что-то связанное с датой основания этой церкви. Вот это, как я понимаю, такой большой подсвечник. Там стояли свечи, несколько рядов. Я вначале подумал, что это мрамор, но это просто краска на стене. Позади меня находится третья заброшенная церковь. Погнали посмотрим, что там есть интересного. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм. Там куда больше информации и живое общение со зрителями. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании.
Блин, оно даже снаружи смотрится очень атмосферно. Кладбище закрыто. Саня немножко боится вот этого красавчика. Боятся недалеко. Ой. Иди сюда, познакомлю тебя. Пацан, давай. Короче, это может быть доминантный самец, потому что он стоит отдельно от всех, б, у него слишком большие рога, и с пока нет, он только не идет. Нет? Там с той стороны как принести шуршат. Так почему же в Португалии настолько много заброшенных храмов? Причин несколько. Первое – это исторические изменения. Вы уже знаете, что за долгую историю на этой территории менялись религии и боги. Вторая заключается в том, что с начала 20 века Португалия становилась все менее религиозной страной, а значит актуальность храмов снижалась, что влечет за собой третью причину – финансовую. Многие храмы просто не смогли дальше себя содержать, ведь не секрет, что храмы живут за счет прихожан. И четвертая причина – это урбанизация населения, то есть перемещение людей из сел в большие города, вследствие чего такие храмы, как первый в этом видео, которые находятся в маленьких селах, становятся заброшенными. Я думаю, это не совсем церковь, скорее просто небольшая часовня, где отпевали умерших, ну и потом захоранивали здесь же рядышком на кладбище, возможно, тоже проходили какие-то службы. Крыши, конечно, у них в Португалии классные. Черепица выглядит потрясающе. Друзья, жду вашу обратную связь в комментариях, как вам заброшенные церкви Португалии. Понравилось, не понравилось, как вам история. Ссылки на каналы ребят и Саши, с которыми мы путешествуем по Португалии, вы найдете в описании. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся в следующем видео.